Вчера вечером было опубликовано сообщение от Легиона о том, что, цитирую, «Белгород срочно. Призываем жителей города немедленно покинуть Белгород или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела. Просим белгородцев срочно эвакуироваться». Давайте послушаем еще перехват от ваших разведсил, что говорят гражданские, и потом продолжим наш разговор. А что у нас? Вот я в Белгороде, короче говоря, наверное, буду думать, куда в старый Оскол везут всех на временное проживание. Ну, посмотрю, завтра буду звонить и все остальное. Как сейчас происходит эвакуация? Происходит ли она и массово ли выезжают люди из Белгородской области, самого Белгорода и куда? Поток белгородцев, желающих покинуть свой родной регион, он растет. В течение недели мы практически каждую ночь предоставляли коридор для выхода гражданских, для выезда, для того, чтобы максимальное количество людей гражданских покинуло регион. Естественно, что мы не захватчики, не уничтожители, мы идем освобождать свою родину, свой народ порабощенный. В то время как путинская орда, она, еще раз повторю, действует и на территории Украины, и на территории Российской Федерации одинаковыми методами. Все смести, все уничтожить, смешать с землей. Вот также разведсилы и легионы разоблачают преступления путинской России. И у вас в телеграм-канале также было опубликовано подтверждение того, что путинские войска, террористы, они обустраивают позиции у жилых домов. Давайте послушаем. Алло. Что, это баба Дуся сказала, что у вас там в огороде ракеты стоят? Не стреляли еще? Стреляли, хата трясется. Лиля говорила, когда тогда в мае стреляли, так что там тряслось? У них на водопаде стоит. В общем, и в огороде стоит, да? Ну все, нас слушают, я уже поняла. Ты уже не то, мы уже не о том говорим. Ну пускай стоят, пускай попадают куда им надо, и чтобы их никто не тронул. Сколько вы лично видели подобных историй, слышали о них, когда террористическая путинская армия прикрывалась мирными жителями на своей же территории и помимо этого уничтожала дома гражданских? Все эти истории мы знаем прекрасно еще с 2014 года, как все это делалось во время вторжения России на Донбасс. И сейчас мы все это наблюдаем. Я уже 1,5 года воюю, и все это наблюдал в моменты также предыдущих наших крупных рейдов. Им абсолютно не жалко ни украинское мирное население, ни граждан России. Все, что они делают, это максимально стараются прикрываться гражданскими. Ничего, скажем так, по-настоящему воинского, честного от них ждать не стоит. Заявленная задача минимум добровольцев – это было сорвать проведение назначенных Кремлем на 15-17 марта так называемых выборов в приграничных районах России. Как вы считаете, вам это удалось? И какая ваша задача максимум на сейчас? На ближайшее время мы продолжаем демилитаризацию приграничных областей Российской Федерации, сковываем силы противника, вынуждаем его как минимум не перебрасывать резервы на другие участки фронта, снижаем боеспособность. Естественно, что мы показали, что выборы – это фарс, и показали то, что граждане России будут с оружием в руках бороться с режимом. Я думаю, что еще не один день будет продолжаться наша операция, и по итогу мы посмотрим на потери путинских войск, на политические итоги. Я думаю, они будут. Я думаю, что полетят там головы, будут перестановки и так далее, что все это устойчивости путинской системе военной не добавит. Как отметили в Легионе Свободы России, на фоне успешного рейда российских добровольцев наибольший ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране, но, к сожалению, процент поддержки террориста, о чем мы с вами говорили на начале нашего разговора, вот этот процент поддержки, он большой. Почему, как вы думаете, многие россияне до сих пор не понимают, что происходит на самом деле, помимо того, что они получают огромную дозу пропаганды уже на протяжении многих лет? На самом деле Путин нарисовал результаты выборов.
Даже с учетом рабов-бюджетников, которых туда согнали, он явно, думаю, не набрал даже и 40% голосов. Все остальное – это массированные вбросы и фальсификации. Есть результаты выборов с участков, объективные, сфотографированными итогами избирательных комиссий. Не так давно я наблюдал, что в Белграде, не в Белгороде, да, а в Белграде, за Путина проголосовало менее 14%. Вот вам и результат.